Название мускат происходит от арабского меск, в Европе преобразовавшегося в мускус. Так называлось редкое и ценное благовоние, использовавшееся прежде всего как афродизиак. Первые упоминания о мускатных орехах в Европе можно найти еще в римских и греческих трактатах начала нашей эры, однако начало торговли ими относят к VI-VII векам, когда арабские купцы добрались до Малукских островов и начали массово вывозить оттуда этот ценнейший товар. Мускат был невероятно дорог, такую приправу мог себе позволить далеко не каждый. При этом спрос на орехи постоянно рос, и не только из-за приятного запаха и острого вкуса. Мускатный орех использовали для лечения и профилактики очень частых в те времена расстройств пищеварения как тонизирующее средство. С началом эпохи великих географических открытий арабская монополия на мускат закончилась. В 1512 году португальские корабли нашли острова Банда, историческую родину мускатника душистого. Секрет сохранить не удалось, и на Малукском архипелаге началась череда мускатных войн между европейскими странами. В 1769 году французская эскадра прорвалась к островам Банда и ушла от голландского флота, увозя с собой не только спелые плоды, но и молодые саженцы мускатника. На расположенном в Индийском океане французском острове Маврикий возникла первая плантация муската за пределами Индонезии. Затем саженцы с Банды выкрали британские шпионы, и мускатный орех пошел на европейские рынки не только из Юго-Восточной Азии, но и из Вест-Индии. Остров Гренада и сейчас является вторым после Индонезии мировым поставщиком муската, занимая 40% мирового рынка. Мускатный орех помещен даже на флаг этого крохотного государства. Благодаря острому и терпкому запаху пряность получила название мускусный орех Nax muscatus. Однако орехом в строгом научном смысле слова она не является. Плод мускатника душистого, Myristica fragrans, вечно зеленого дерева высотой 10-15 метров, представляет собой костянку, внешне похожую на абрикос или персик. Мякоть этого плода съедобна. Из нее в Индонезии готовят джем со специфическим вкусом и ароматом, а внутри находится крупная темно-коричневая косточка, покрытая красной мясистой оболочкой, пресеменником. Пресеменник очень осторожно отделяют и сушат под прессом, получая особую специю мацес, использующуюся и в кулинарии, и в парфюмерии. Косточка же не меньше месяца сушится на солнце, потом ее разбивают и вынимают сердцевину, ее и называют мускатным орехом. Сейчас мускатный орех используется в кулинарии и пищевой промышленности, а также для получения эфирных масел, применяемых в медицине, парфюмерии, ароматерапии и табачном производстве.